Всем привет! Сегодня я буду переделывать свой маникюр. Ему 3,5 недели. Как-то он очень быстро у меня отрос в этот раз, и состояние его оставляет желать лучшего, поэтому давайте срочно будем все это переделывать. Я очень стараюсь не придерживаться политики сапожник без сапог, но последние несколько маникюров я почему-то очень сильно перехаживала. Мне это абсолютно не нравится, во-первых, потому что мои ногти очень длинные, я привыкла всегда с короткими ходить, а во-вторых, после третьей недели у меня начинаются отслойки, сколы и все прочие прелести рук мастера маникюра. Покрытие, которое я сейчас снимаю, было сделано однофазным молочным гелем от Couture Color. И предварительно я еще укрепила торцы замесом из акриловой пудры и каучуковой базы. Но хочу сказать, что именно такая конструкция достаточно неплохо продержалась на моих ногтях, так как они арочные, и когда проходит 3 недели, то они уже отрастают достаточно хорошо, начинают скручиваться, и в принципе никакой твердый материал уже не сможет устоять, он все равно будет отслаиваться от торцов. Сразу с помощью фрезы я убираю длину, но обязательно перепроверяю с обратной стороны, потому что у меня достаточно сильно разросшийся гипонихи, и я могу себя травмировать, поэтому я по нескольку раз, как вы можете видеть, пальцы туда-сюда переворачиваю и смотрю, чтобы не зацепить. Отодвигаю кутикулу апельсиновой палочкой, по возможности ей уже счищаю птеригии. Кутикула у меня достаточно простая, я бы сказала, стандартная, ничего сложного в ней нет. Работаю я фрезой пламя синей насечкой. На большом пальце вы, кстати, можете заметить такое желтое пятнышко, как желтизна. Вы не подумайте, это не грязь. На днях я просто мыла инструменты, и, как оказалось, у меня были порваны перчатки. Ну, не порваны, там были дырочки. В общем, туда затек раствор и немножечко обжег мне кожу, но мне на самом деле не больно, не переживайте. Просто остались вот такие вот пятна на руках, но они через несколько дней сойдут, а то, что возле кутикулы, я все это с помощью фрезы смогу зачистить. Сегодня я буду работать продуктами от магазина Gel Shop, ссылочки оставлю в описании, и сейчас я буду делать замес из базы и акрила. Мне понадобится совсем небольшая капелька базы и всыпать туда чуть-чуть акрила. Все это перемешать обязательно тщательно, для того, чтобы акрил хорошо пропитался базой. Пока пудра напитывается базой, я обезжириваю ногтевую пластину с помощью Nail Prep. Это тоже продукт из магазина Gel Shop. Когда Nail Prep испарится, я прохожусь еще бескислотным праймером от P&B для лучшей сцепки с ногтевой пластиной. Теперь наносим наш чудо-замес на ногтевую пластину. Я делаю это примерно до середины ногтя, выше нам не нужно ничего укреплять. И особенное внимание уделяю как раз уголкам, потому что ради них мы и делаем все это укрепление. Сразу наношу на все 5 пальцев и буду сушить в лампе 1 минуту.
После просушки снимаю липкий слой, и вот сейчас я вам покажу пальчиком, какие ногти стали крепкие при этом укреплении. И вот теперь я спокойно могу попилить форму, потому что ногти у меня сами по себе достаточно мягкие, и когда пилишь их пилочкой, то не самое приятное ощущение, поэтому я сначала сделала маникюр, укрепление и только опил формы. В этом ничего страшного нет, алгоритм по сути не нарушен, я все равно этот этап не пропускаю в маникюре, просто поменяла его немножечко местами. После опила я еще раз обезжирила ноготь и сейчас буду выравнивать ногтевую пластину этой же базой. Как всегда, сначала тоненько промазываем и капелькой выравниваем по ногтевой пластине. В некоторых местах помогаю себе тоненькой кисточкой. На этом месте должна была быть барабанная дробь, потому что сейчас я буду делать себе супер модный зеленый цвет, который покорил Инстаграм последние недели 3. И я с трудом, честно признаюсь, нашла этот зеленый цвет, точно такой же, как я видела на фото, не бирюзовый, не темно-зеленый, не прозрачно-зеленый, а вот именно тупо цвет зеленой травы. Не знаю, почему конкретно этот цвет и именно в этом году стал таким популярным. Хочу сказать единственное, что все мои зеленые цвета всегда уходили в мусорку спустя их срок годности, и максимум я могла там одним цветом покрасить 5 маникюров, не больше, ну, то есть там даже полбутылки не израсходовано. Зато сейчас я уверена, что этот бутылечек я буквально за пару месяцев просто исчерпаю до самого дна. И еще большой плюс конкретно в этом гель-лаке этой торговой марки в том, что он очень укрывистый. То есть все мои предыдущие зеленые лаки, они были такие как будто витражные, их приходилось выкрашивать там в 3 слоя. Один был вообще, который в 4, я даже не представляю, зачем я его так долго хранила, но этот цвет густой, плотный, хорошо перекрывается в 2 слоя, и конкретно как мастер я им очень довольна. Ну и, конечно же, как вы догадались, сегодня будет просто однотонное покрытие, без какого-либо дизайна, но я, если честно, уверена, что на такой цвет и дизайн никакой не нужен будет, потому что он, как я люблю говорить, самодостаточный цвет. Перекрываю ногти топом, он тоже от магазина Gel Shop, имеет достаточно жидкую консистенцию, с ним нужно работать быстро, но он очень хорошо выравнивается, прям в такой идеальный блик, никуда не затекает. У меня есть 3 пахучих масла для кутикулы: дыня, кокос и банан, и сейчас я буду полировать кожу вокруг кутикулы. Я выбрала для себя масло с запахом кокоса, обожаю этот запах, просто невероятный, жалко, что камера его не передает. И с помощью фрезы прохожусь по коже вокруг ногтя для того, чтобы кожа была такая красивая, блестящая, отполированная. Если вдруг могла бы там появиться какая-то заусенция, то я ее уже предотвратила. И уже после того, как я заканчиваю с кожей, я еще подпиливаю торцы. Вот такой маникюрчик у меня получился в итоге. Немного необычный для меня цвет, но он, правда, очень классный. Я понимаю, почему его хотят абсолютно все девочки. Если вам понравилось это видео, то обязательно поставьте ему лайк и не забудьте подписаться на мой канал. Спасибо за просмотр и до новых встреч!